Представьтесь, как зовут вас. Коровушкин Евгений Витальевич. 1900. Да. Коровушкин, да? Да. Угу. Дата? 12.05.82. Откуда вы? Город Рыбинск, Ярославская область. Рыбинск? Да. Угу. Понимаете, что мы под запись делаем интервью Да, для да. публикации? Вы не против? Нет. Почему вы не против? Так, а что? Ничего. Понял. Ну а что, ничего. Да, так или как? Не, ну нас просто спрашивают все время, что мы вас говорят, что мы вас заставляем. А нет, я не знаю, что это говорить. Ни разу не говорил. И я вопросы вам задам. Мы вас заставляем разговаривать? Нет. Вы мобилизированы? Ну, повестка пришла, но мне сделали на 6 месяцев. Что значит сделали на 6 месяцев? Контракт? Ну, да, в военкомате. Вы подписали контракт на 6 месяцев? То есть, я, насколько понимаю, есть два вида мобилизированных. Одни не подписывают контракт, вторые подписывают, правильно? Ну, кому-то дают возможность, видать, а кому-то нет, чтобы меньше служить. А кому-то дают на сколько? На 3 месяца? Ну, сначала на 3 подписывал на 3, потом сказали, к военкомату Ярославскому подъехал, уже звонят, говорят только на 6. Угу. А кому-то на 3? Да, кому-то на 3 было. Понял. Вы в акцию не попали, наверное, да? Наверное. Понял. Подписали вы, и что дальше происходило? Дальше на следующий день дали бумажку, там перечень написано, что надо брать. Вот. Что надо было брать? Аж интересно, что нам никто такого не говорил вроде раньше. Там 20 саморезов. Ну, да. На войну 20 саморезов? Да. Зачем? Отвертку, не знаю, ну там вот этот. Потом очки, сланцы, шорты, еще что-то. Ну такое. Очки, сланцы, шорты? Да. В ноябре месяце? Да, вот в октябре, уезжал когда. Да. Ну, ты слышал такое? Я, может, что-то просто пропустил за последнее время. Шорты, а какие? Ну, шорты, какие? Нет, шорты, обычно черные, чтобы ходить якобы. Ну, можно себе представить, что там, не знаю, в душ ходить, не знаю, куда, хотя его нет у вас. Что еще? Ну, вот очки защитные. Я как понял, что от солнца или от чего, я не знаю. Подождите, солнцезащитные очки? Да, обыкновенные солнцезащитные очки? Ну да, написано. С вашего прикол тянули, что ли? Не знаю, там, Нет, это там перечень. практично. Они какого цвета были? Там перечень просто написано. Нет, это перечень, что он должен с собой взять. Шорты, сланцы, солнцезащитные очки. Ну, это то, что люди на пляже, как обычно, берут. Да, походу так. Ну, я это воспринимаю как какой-то юмор, очень черный. Ну, там перечень, там около 30 наименований было. А еще? Ну, отвертку надо. Ну, отвертку вы сказали. Отвертку, саморезы, дальше. Ну, тетрадку. Тетрадку. Да. Что еще-то? Ну, там так по мелочи, я уж сильно не помню. С памятью плохо. Мы так сильно прям не спешим. Может, что еще вспомнить это вы говорите. Все. Ручку же, наверное, Ну, да, тетрадку. Ручку, да. Карандаш, может быть. Не, ручку. Ручку. Да. Потом скотч. Скотч. Да. Прозрачный, да? Скотч. Ну да, скотч. Грубый или тонкий? Скотч обычный, потом и эти, как его, типа изоленту, что-то. Изоленту. Изоленту. Нитки, иголку. Угу. Ясно. В общем, всяких много вещей. Ну, по мелочи, да, там вот такие вот, что. Такой рюкзак насобирали добрый, да? Ну да, пакет там. Угу. И отправились в военкомат. Да. А вы понимали, что вы на войну едете? Нам сказали, что на блокпостах было. Ну, понятно, всем так говорят, ладно. Наверное, не стоит спрашивать, что вы поверили или вы не поверили, потому что вы, наверное, поверили. Да?
Ну да, что на блокпостах Ну, было. да, я так и думал. Потом приехали куда? Потом приехали в городской Ярославский. Да. А, Приехали там, у нас было человек 16. Ага. Потом поехали в Иваново. Сели на самолет и поехали. Иваново, это город невест, который? Ну да, наверное. Ну, так говорили. Нет? Ну да. Да. Мгм. И что, нашли невесту там? Нет, там на самолет нас, и мы полетели. То есть не дали время вам? Ну, мы там ждали, вот когда самолет приземлится. Вот, самолет приземлился с Москвы, прилетел с народом. Мгм. Вот, ну, первый день нас как его, не посадили. В первый день там из-за погоды. Мгм. Вот. Были в этом, как его, в военкомате, в Иваново. Потом на следующий день нас посадили. Вы Ну, ночевали тоже. в военкомате? Да, На чем спали? на кроватях, там кровати. На были. кровати были? Да. Двухъярусная. Мгм. Ну, там переночевали. И нас туда, к аэродрому, вот, к самолету. Мгм. И вот там ждали, наверное, часа 4, когда можно было 4-5. И потом полетели в Белгород. И что в Белгороде? В Белгороде приземлились. Поехали до части, там часа 2,5, что ли, было где-то от аэродрома. Мгм. Туда приехали, нас поселили в как его, барак. Барак. Вот, поселили в барак. Потом через 2 часа где-то нас в другой барак переселили. Вот. Так. Накормили, в столовую сводили. Мгм. Вот. Потом сводили медкомиссию прошли. Мгм. Медкомиссию проходили. Вы здоров. Ну да, мы военники только отдали и все. Мгм. Потом, сказали, что все годен. Ну, отлично. Ну, потом, что, Сколько вам полных лет? 40. 40. О, наводки. И дальше? Дальше нас повезли в старый лагерь какой-то. Вот. Там мы 3 дня ставили палатки, 3-4 дня. Ждали, когда приедет народ. Мгм. Много народа приехало? Человек 800, наверное. 800? Да. О. Стреляли потом, да? Нет, там вообще не стреляли. А где стреляли? Потом, мы потом поехали в как его, мотострелковая, 27-я мотострелковая. Вот. Вот там мы один рожок выстрелили на стрельбище. Мгм. Вот. И ночью нас посадили в танки. БМП-3. Так, и поехали. И поехали мы. Там где-то полчаса мы ехали. Куда поехали? Кто-то говорил, что на как его, на Л. Не Лиман. Блин, на Л как-то. А приехали куда, хоть знаете? Нет. Нас ночью высадили. 12 человек высадили нас. А танки сами уехали. Сказали, через 3 дня придут. Но так и не было их. А что у вас с собой было, вас высадили? Сухпайок был. Потом, На сколько дней сухпайок было? на 3 дня. На 3 дня. Да. Сухпайок. Там еще в окопах мы искали. Тут то, что оставил. Перед нами были. Мгм. И потом как его, так их и не было. А дали нам автомат и 4 рожка каждому. Мгм. На второй день половина убежала в тыл. Нас осталось человек 5. А вы что не убежали? А там раненый у нас был. Не раненый, а ногу сломал. Ему никак было. А как он сломал ногу? А прыгнул от миномета в окоп. Так. А был в кроссовках. Ага. И нога, видать, соскользнула, или что, у него нога опухшая была. Обстрел был, я так понимаю, по вашему окопу, да? Да, с минометов. И после этого 5 человек убежало? Или сколько Да, там? да, там автомат один нагрело у нас. Что сделал автомат? Минометом на как его,
Прямо в окоп и этот автомат, все уже. 2 автомата. 2 автомата. Да. Ага. У меня. и Сколько в еще общей одно. сложности человек убежало? И как они это обосновали, что они убежали? Ну, ну что этот, ни рации, ничего нету, ни связи. Мы, говорит, тут как мишени. Так. И ушли. Ну, как его, ну, и убежали назад в тыл. Не глупые ребята оказались. Ну, там больной был у нас и сел сам еще. Ну, то есть с ногой и сел сам у одного. Ну так Ну, надо всё было всё идти по приходит. чуть-чуть на носилках его нести, не? А у нас не было ничего. Ну, сделать импровизированные какие-то. Взять один, другого, не знаю, на плечи как-то и пошли. Че не было. Надо было держать позицию. Ну, нам сказали наблюдать, да, за ней. Просто смотреть, не стрелять, ничего. Так, А чисто наблюдать, смотреть. так. Ну, вы смотрели, наблюдали, по вам стреляли. Да, с Так. минометов. С миномета. Да, с 2 сторон. Мгм. И дальше что было? Дальше пошел дождь на 3-й день. Ну, со 2-го на 3-й. Мы все сырые были, по колено воды было в окопах. Мы там сидели у них. Вы так себе представляли войну? Нет. А еще как я, ну, на блокпостах, я вообще-то, ну как сказали, что на блокпостах был, так и думал, что на блокпостах был. А вы не представляли, что будет как-то там строй на строй идти, там воевать там? Нет, я не думал об этом. Ну, в общем, то, что вы увидели, оно вам как понравилось? Нет, А как ощущения в окопе страшно. сыром? страшно и боязно. Холодно, Да, там, мокро, да, весь зябко. Романтика пропадает, наверное, вся там военная все сразу. пропадает. Ага, и как долго вы там просидели? Сутки. Сутки были. Это уже... Ну, вот с утра пошел дождик, и он закончился где-то до часов 9, наверное, 10 утра. Ну, примерно что-нибудь так уже, потому что рассвело еще. И как его, у меня был рюкзак, там этот смена. Я сказал, говорю, пойду я переоденусь. Ага. Голова такая чугунная вся, ничего не понимаешь. Ну, и все, и тут меня приняли. Где приняли? Около озера. А чего вы туда пошли к озеру? Да. Чего, зачем? Чтобы переодеться и мыться я полностью. Ну, А полностью. у вас там какой-то пункт дислокации вашей был возле озера? Нет, нет, мы туда ходили за водой. А, просто за водой? Да, за водой, чтобы пить. А во что вы переодеваться должны были? А у меня в рюкзаке это была форма, чтобы переодеться, чтобы эту всю... Запасная. Да, она была в этом, как его, в глине вся, ну, вся мокрая вообще. Вот, чтобы переодеться, чтобы, ну, это не подхватить эти. Понял. А как приняли? Так это, там это, крикнули, я так понял, что свои. Повернулся, у меня автоматом, ну, вот это, лежать. Я лег сразу же. Вот. И все? Да, и все, машину меня посадили. Вас одного взяли Да, в плен? да, машину меня посадили и повезли. Вы провоевали, я так понимаю, 3 дня. Да, все. Ну что ж, хорошая, лаконичная история. Спасибо. Ну, звонить будем? Я просто думаю, может, после звонка как-то поактивнее пойдет беседа. Я не был готов. Не, ну, по самой истории прошлись. Можем поговорить о каких-то... С остальными что случилось, не знаете вы, да? Не, Не знаете. Командиров видели за все это время? только в 27-й, ну, мотострелковой. Ну, перед тем, как вас отправляли еще. Да, А там на месте кто у вас старший был? там никого не было, там у нас, ну, все посты эти рядовые. Ну, вот был этот, как его, этот, Ну, кто-то что должен? младший лейтенант был, так он ушел тоже. Тоже А, младший убежал. лейтенант тоже Он мобилизированный? Старенький такой. Нет, он контрактник, да. С Он усами ушел тогда, такой. когда со всей вот Вот этой со группы? второй, да. Сказал, Там мы тут как мишени, и всё, ушел. 4 или 5 человек там ушло. Понятно. Там все ушли. Не сильно понятно, что все остальные остались, если честно. То есть, понятно, у кого-то одного поломанного нога, кто-то его может взять, понести, передать другому, другой может понести и так далее, и так далее. На плечах, ну так носят. Вот, солдаты друг друга вообще обычно. Не, они его не оставили, они все вместе там остались. Ну, часть, которые поумнее ушли,
Я А думал, часть оставили. остались, потому что якобы у одного нога поломана. Ну, обычно оставляют. Ну вот своих не бросаем, да? Как раз. Походу. Или как когда? Что ваши говорили? Вообще, Да. какие разговоры были у вас среди своих, когда вы сидели ждали? Да, ничего, сказали, что этот, ни связи, ничего нету вообще. Ну, пришли, как пушечное мясо закинули нас, и все. Что минометы с двух сторон. Нам ничего, даже нам не выстрелить, ничего никуда. С автоматом, что там, 4 рожка у каждого. Стоять, наблюдать, сказали, и все. А что скажете про войну вообще? Надо, не надо, зачем она? Война так вообще не нужна. Надо как-то договариваться, Никто чтобы, не берет трубку. может, работать. Не, ну то это я понял, что надо как-то договариваться. А как, о чем договариваться? Сейчас продолжим. Алло, добрый день. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш родственник у нас в плену, вы знаете, здесь находится? Нет. Ну, уже знаете, говорить с ним будете, как... Жена, Не, это кто вам? мама, А, это ваш сын ваш у нас в плену. Говорить с ним будете? С ним поговорить? Да, будете с ним говорить? Да. Мгм. Разговор под записи для публикации. Передаю трубку. да, В мам, руку берите, в руку берите. Вы же не в наручниках. мама, я это, да, я в плену просто. Сходи в военкомат, узнай, чтобы меня на обмен отправили. С Полиной сходи, Понятно. сходи с Полиной, ладно? Хорошо. Ну так все Ладно. хорошо, так все хорошо, кормят, все отлично. Ага, Ясно. Ага. давай, Сейчас я ей позвоню. да, А когда ехать-то туда? да завтра сходите в военкомат, сходите завтра, Хорошо. давай, Ага. Ясно. давай, целую вас. Всем И чего по этому номеру потом позвонить? если только, Так, ага, ясно. Да? если смс-ку, наверное, можно отослать. Не, на Нет? этот номер нельзя. На этот Не- номер нельзя. Нет. Нельзя на этот. А есть WhatsApp? Ну ладно, они сами позвонят, да? Нет, а WhatsApp есть какой-нибудь? Ясно, я завтра в военкомат пойду. Погоди, понятно. WhatsApp есть у тебя? Кто они? Мы украинцы, мы из Украины вам звоним. Это украинский номер, он вам не нужен. Это Ну, По WhatsApp. латвийский, неважно. Этот номер вам не нужен. Вам в свой военкомат нужно ехать. нет, свой военкомат-то, мама. Понятно, понятно, да, завтра с утра там буду уже. Ну Ну. все с Полиной. Ясно, все. Ага. Ага. А можно вопрос? Погоди, я вопросик задаю. Как вас имя, отчество? Надежда Владимировна. Надежда Владимировна, скажите, пожалуйста, а что у вас там говорят? Война, зачем там, когда, чем должна закончиться и все такое? Говорят что-нибудь по телевизору? Да ничего не говорят. Ну как? Я этому телевизору вообще ничего не верю, что там говорят. Ну а зачем, Только врут везде. а зачем же ж сына отправили воевать тогда? А он и не слушается ничего. Мама вам говорила, что не должны выехать? Да, так ну повестка была. Ну а за что? А же там вы в тюрьма была бы. Да не было бы никакой тюрьмы. Ни одного ни человека не посадили еще за все время. Ну, сказали. Только врут, что сажают, и все, и никого не сажают. Да. Да. Как вы вообще относитесь к этому всему, что происходит? Поддерживаете? Спецоперацию-то Нет, поддерживаете? не поддерживаю. Нет. Не поддерживаете. Угу. Я понял. И Ну, хор- вообще жалко всех. Зачем они их туда отправляют? Все не пойми чего. Ну да. Ну, Нас зачем? даже не спрашивают, на военкомате сколько, чуть ли не каждый день отправляют. Ну, отправляют, да, людей убивать отправляют, понимаете? Наверное, да. Но это не очень хорошо. Война это вообще плохо, да? Конечно, плохо. Плохо. А Путин, наверное, военный преступник. Ну, раз развязал войну. Или нет? Тогда. Я не знаю, я не понимаю в этой политике. Просто жалко вот всех, кто отправляет туда. Зачем, я вообще не понимаю. А тех, которых убивают в Украине уже вот это вот 8 месяцев, не жалко? Жалко. А. У нас Понятно. тоже из Рыбинска уже все. Ну хорошо, ладно, говорите, пока в маме.
Мам, ну все, ладно, давай. Ага. Давайте завтра сходите. Давай, Да, целую. Давай, целую. Давай. Угу. Ну что, Дмитрий Николаевич, Я душил. вопросы есть? Да как-то я не успел. Как-то, да, это очень быстрый скомканный разговор Что вы получился. думаете будет дальше? Имеется в виду не конкретно вы, а Вообще. вообще война чем закончится? Да, должно быть перемирие какое-нибудь, надо. Чтобы, ну, войны не было. А как вы его видите, это перемирие? Ага. Ну, они же должны как-то договориться, чтобы, ну, президенты. Ну вот как, в частности, Сталин должен был договориться с Гитлером. Вот гитлеровские войска оккупировали, например, Киев в свое время. Как в этот момент Сталин должен был договориться с Гитлером? Что должен был ему предложить, чтобы договориться? Не знаю даже. Вот российские войска оккупировали, например, кроме всех остальных территорий, еще и Херсон, например. Да? Вот сейчас та же самая ситуация, что и тогда была. Как Зеленский должен договориться с Путиным? Который как раз сейчас в роли Гитлера выступает, как вы понимаете. Я ни в коем образом не сравниваю этих людей, я просто вам говорю, есть стороны, Да, не, есть понятно. стороны, да, воюющие. Просто- Вот Россия вторглась в Украину. Вот захватили территории, ну, оккупировали территории. Вот, например, Херсон тот же самый, да, и другие населенные пункты. Вот как Зеленскому договориться с Путиным? И о чем вообще говорить? Ну, у них же это, как его, больше, как его, ну... Информации вы хотите сказать ну, больше? ну, да, что, как, что там, это... Так само, как и у нас. У них информация. Ну, объективная вещь, абсолютно. Вот зашло одно государство на территорию другого, поубивало людей, захватило территорию. Что дальше? О чем, как договариваться? Зеленский же говорит, ну, забирайте своих военных, идите домой, и все. И потом будем договариваться о чем-то. А Путин не забирает и не идет домой. Наоборот, присылает еще больше таких, как вы, чтобы они здесь гибли. И убивали. Так как договориться? Да. Передайте что-нибудь другим россиянам, которые вот собрались в Украину, как вы. Здесь делать нечего. Я понял, что делать нечего. А им что делать? Ну, что, не ехали сюда. А как же, вы же говорите, тюрьма. Как же им не ехать? Ну, здесь страшнее, чем тюрьма. Страшнее все-таки, чем тюрьма. Да. На ваших глазах никто не погиб, я так понимаю, да? Нет. Но могли бы. Ну, если в дальнейшем был бы. Кто-нибудь из тех 4 человек, которые остались, включая сердечника и человека со сломанной ногой, попали в плен за вами? Вы их здесь видели? Нет. А одного только этот, как его, Витя сидел, как его, ну его отвезли, потом что-то его не привезли назад. Этот был, как его, Боцман его звали. Боцман. Да, Это с вами был, который тоже остался в окопе. да. Ну, значит, их тоже взяли в плен. Но, возможно, кто-то и не выжил. Вы же сами понимаете. Война. Вон и лагерные отвезли. Но это не важно. Если бы вы знали все наперед, как бы вы поступили? Конкретно. Вот в тот момент, когда вам там повестку вручают и так далее. Рюкзак, говорят, вам собирать, шорты, сланцы. Кстати, пригодились? А? Пригодились шорты? Нет. Нет. Ну вот как бы вы поступили, если бы знали все наперед? Так не пошел бы. Каким образом? Вы же говорите, тюрьма. Тюрьма, там этот, как его, здесь ты знаешь, что тебя этот, как его, ну, убьют, а там есть возможность вернуться
к родным, близким, к детям. Ну, понятно. Вы, кстати, тоже считаете, что это военное преступление, то, что сейчас происходит? Можно не отвечать на этот вопрос? Можно отвечать, можно не отвечать, как хотите. Просто не знаю, как там, что сказать. Ну, не знаете, так не говорите. Вас заставляет кто-то говорить? Не. Не заставляет. Зачем мы разговор делаем, не знаете? Ну, чтобы другие люди понимали, что зачем сюда ехать, наверное, так. В том числе. Дмитрий Николаевич, Я у меня... не имею вопросов. Ну, у меня тоже все. Все, спасибо. Краткость, сестра. Нифига, это просто скрытый агент, поэтому он умеет. Скорее всего, да. А он моргал. Ты видел? Он 30 раз моргнул правым глазом. Что вы передали? Что вы передали? Какую шифровку? Шифровку передавали, я видел. Левым глазом моргали. А правым так наполовину, а левым полностью. Это что означает? Ничего. Честно слово, ничего. Слушай, Тут ну даже тебя он сейчас не понимает, да, что я шучу? Или мне кажется? Понял, ладно. Хорошо.